Всем привет! В этом видео мы вместе с вами свяжем вот такой красивый пасхальный куличик. Его связать очень легко и просто. Каждый начинающий вязальщик сможет связать такой маленький красивый куличик. Для работы нам понадобится пряжа двух цветов. Я взяла коричневый и белый. К ним подобрала крючок 3 мм. Также понадобится немножко синтепона или синтепуха. Если нету, тогда подойдет вата. Подойдет любой бисер. Иголка с ниткой. Делаю кольцо амигуруми, прихватываю край пряжи, обматываю вокруг указательного пальца, придерживаю мизинцами безымянным пальцем, пропускаю крючок, захватываю рабочую нить, вывожу и провязываю одну воздушную петлю. Вытягиваю палец. Немножко стягиваю кольцо, совсем чуть-чуть. Теперь в кольцо нужно провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваю кольцо. Соединяю полустолбиком в начале ряда, в петлю пропускаю крючок и провязываю полустолбик. Первый круг готов. Вяжу одну воздушную петлю, перехожу на второй круг. Во втором кругу буду провязывать в каждую петлю по 2 столбика без накида. Провязываю в эту петлю 2 столбика без накида. 1, 2. В следующую петлю также 2 столбика без накида. 1, 2. В следующую петлю 2 столбика без накида. 1, 2. Так вяжу до конца ряда. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Довязала до конца круга, соединяю в начале ряда полустолбиком. Второй круг готов. Во втором кругу должно получиться уже 12 столбиков без накида. Перехожу на третий круг, вяжу одну воздушную петлю. Уже в третьем кругу я буду делать прибавление через одну петлю. В первую петлю сюда провязываю 1 столбик без накида. Во вторую провязываю прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. В следующую петлю 1 столбик без накида. Во вторую петлю прибавляю 1, 2. В следующую петлю 1 столбик без накида. Во вторую петлю прибавляю 1, 2. Так самостоятельно довязываю до конца круга, чередую 1 столбик без накида в одну петлю, во вторую прибавляю 2 столбика без накида в одну петлю. Довязала до конца третьего круга, соединяю. В третьем кругу должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжу одну воздушную петлю, перехожу на четвертый круг. Здесь уже буду делать прибавление уже через 2 петли в третью. В первую петлю провязываю 1 столбик без накида, во вторую петлю провязываю также 1 столбик без накида, в третью петлю вяжу прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. 1, 2. В первую петлю 1 столбик без накида, во вторую петлю 1 столбик без накида, в третью петлю прибавляю 1, 2. В первую петлю 1 столбик без накида, во вторую петлю 1 столбик без накида, в третью петлю прибавляю 1, 2. Так самостоятельно довязываю до конца круга. Прибавка в каждую третью петлю. Довязываю четвертый круг, соединяю полустолбиком. В четвертом кругу должно получиться 24 столбика без накида. Перехожу на пятый круг, провязываю одну воздушную петлю. В пятом кругу буду делать прибавление через 3 петли в четвертую. Первую петлю сюда провязываю 1 столбик без накида. Во вторую
1 столбик без накида, в третью также 1 столбик без накида, в четвертую провязываю прибавление. 1, 2. В первую петлю 1 столбик без накида, во вторую 1 столбик без накида, в третью 1 столбик без накида, в четвертую прибавляю. 1, 2. В первую петлю 1 столбик без накида, во вторую петлю 1 столбик без накида, в третью 1 столбик без накида, в четвертую прибавляю. 1, 2. Так довязываю до конца круга, прибавляю через 3 петли в четвертую. Довязала до конца круга, соединяю полустолбиком. Пятый круг готов, должно получиться 30 столбиков без накида. Это донышко. Теперь буду вязать стенки. Провязываю одну воздушную петлю. Прибавлять столбики без накида уже не буду. Буду вязать в каждую петлю по одному столбику без накида. Чтобы был плавный переход, первый ряд я провяжу не в петли столбика без накида предыдущего ряда, а только за заднюю петлю. Вот здесь 2 петли, провязываю только за заднюю петлю. Провязываю столбики без накида за заднюю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, вот в последнюю петлю, 30. Соединяю полустолбиком с первой петлей, уже пропускаю крючок полностью через 2 петли. Первый круг готов. Получается вот такой плавненький переход. Перехожу на второй круг, 1 воздушная петля. Приступаю к вязанию второго круга. Во втором кругу я буду уже провязывать просто столбики без накидов в петли столбика без накида предыдущего ряда. Так нам нужно будет провязать 7 кругов. Первый круг есть, второй провязываю. Еще нужно будет провязать 5 таких кругов. Провязала я 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяю полустолбиком. Провяжу еще 1 полустолбик. 1 воздушная петля и нить отрезаю. Я провязала донышко и стенки кулича. Теперь нужно провязать верхушку кулича. Его мы вяжем так же само, как и донышко. Вот у меня уже готово. И вот я провязала 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Как и здесь. Работу продублировала. Теперь нужно будет провязать по кругу без прибавления в каждую петлю по одному столбику без накида. Соединяю 5 круг, 1 воздушная петля и провязываю по кругу без прибавления столбики без накида. Так нужно будет провязать 4 круга. Провязываем по кругу по одному столбику без накида. В
каждом кругу должно получиться 30 столбиков без накида. Я провязала 4 круга. Вместе получилось 9 кругов. Теперь вяжу последний 10-й круг. Здесь я не буду делать прибавления, только буду делать такие небольшие потеки глазури. 1 воздушная петля, провяжу 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь вяжу 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка вяжу столбик без накида. Провязываю далее. 1 есть, 2 и в третью воздушную петлю 3. Теперь перехожу на вязание петель. Провяжу столбик без накида. Вот. Провяжу еще 5 столбиков без накида. Первый есть, 2, 3, 4, 5. Вяжу 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка провязываю столбик без накида и провязываю далее. Первый столбик без накида есть, 2, 3, 4, 5. Провязываю уже в эти петли столбик без накида. Второй такой небольшой потек глазури есть. Их можно провязать в любом месте, сколько хотите таких вот потеков. Все по вашему желанию. Провяжу 7 столбиков без накида. Первый есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжу 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываю столбик без накида. 1. В следующую петлю. 2, 3, 4, 5. Перехожу на петли, провязываю столбик без накида. Теперь провяжу 7 столбиков без накида. Первый есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провяжу 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начинаю вязать со второй воздушной петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Перехожу сюда вот на петли, провязываю столбик без накида, провяжу 6 столбиков без накида. 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжу 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю провязываю столбик без накида и вяжу далее столбики без накида. 2, 3, 4. В следующую петлю вяжу столбик без накида и соединяю полустолбиком. Провяжу еще один полустолбик, 1 воздушная петля, нить отрезаю. Теперь прикладываю,
две детальки. Эти две детальки нужно соединить. Я буду соединять с помощью иголки и нитки, сшивая вот эти две детали. На данном этапе я наполнять синтепоном не буду. Я соединю немножко, а затем уже буду наполнять синтепоном. Теперь буду зашивать сам бисер. Бисер весь пришит. Очень красивый кулич. Всех с наступающим светлым днем Пасхи! Здоровья, успехов, всех вам благ! Кому было мое видео полезным, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До скорой встречи! Пока-пока!